по сути, смотрите, мы с чем имеем дело? Да, это некое чувство опасности. То есть возникла определенная ситуация, которая опасна. Да, и как сознание реагирует, потому что в жизни встречаются ситуации, где есть опасность. И разные люди реагируют по-разному. То есть кого-то это мобилизует, да, то есть кому-то это дает дополнительную, скажем, энергию к действию, к трансформации. Кого-то это парализует. Да, это разные. То есть на одну и ту же ситуацию опасности один человек он впадает в ступор, другой человек впадает в панику, третий человек впадает в истерику, четвертый человек, он как бы испытывает драйв, да, и на этом драйве начинает как-то что-то делать и меняться, может быть, дальше что-то менять. И это очень интересно, да, то есть наблюдать за людьми, то есть, потому что когда мы говорим, что есть разные уровни осознанности, то есть как каждый уровень осознанности реагирует на опасность. Да, не просто, как бы, ситуация вот эта, да, на опасность или на возможные сложности, да, которые могут сейчас возникнуть. То есть очень интересно понаблюдать себя в этом ключе. Почему? Потому что опять это процесс самоисследования. Потому что я, может быть, думал, что я очень продвинут, условно говоря. Да? Сталкиваюсь с реальными ситуациями, с реальными моментами. Да? То есть есть, на мой взгляд, достаточно как бы, классические паттерны поведения разных уровней сознания на внешние стимулы. И, соответственно, пока нет этих стимулов каких-то особых, то все выглядят одинаково. Да? Если нет какого-то вызова. То есть мы все живем, мы все как бы одинаковые. Да? Но если... тут как, условно говоря, если положить шарики, там, шарик металла, шарик пластилина, да, шарик воска, шарик каменный, они одинаковые. Их можно даже покрасить одинаково, они все одинаковые. Если начать крутить, да, там диск, то центрифуга, да, они по весу распределяются. То есть начнется сегментация. То есть металлические шарики там идут в один как бы, круг, там эти, с них все очень четко как бы, разделятся. Да? Потому что возникла некая ситуация, которая показывает, что это не одинаковые вещи. Вот в чем-то вот такие моменты, да, когда особенно они затрагивают весь социум, они начинают ротацию, то есть начинается разделение. То есть пока все, в общем-то, привычно, все ведут себя как социально одинаково. Как только появляются особые какие-то ситуации, сразу начинается расслоение. То есть одни люди, да, начинают паниковать, одни люди начинают там что-то еще делать, да, то есть это расслоение. И опять, если мы говорим о рефлексии, то вы начинаете смотреть, к какому сегменту вы начинаете присоединяться. Потому что первое, да, что вот это разделение на сегменты, да, оно у людей еще и бессознательно. То есть мало того, что человек попал в какой-то сегмент реакции, да, какой-то слой людей, он еще даже об этом себе отчет не отдает, он не анализирует, где он оказался, с кем он оказался в этой ситуации. Первое, хотя бы начать смотреть, куда вы попали. Второе, можете ли вы корректировать, да, можете ли вы выйти из одного сегмента, да, в другой сегмент, который вам более, может быть, интересен. Да. Вот это все сейчас начинается такой процесс, который очень, опять, как некие, скажем, некое социальное явление, да, когда там не один, два, три человека столкнулись с какой-то, да, сложной ситуацией, а когда с этим сталкивается все общество. Да, потому что сейчас как бы вот это, опять, этот момент, он, как, да, пускай война идет, да, это, пока все общество сталкивается с этой ситуацией. Там, нельзя сказать, что вот сосед, что раньше так было, там соседи воюют, да, это меня это не затрагивает. Но когда идет гражданская война, допустим, то все ее затрагивают, да, это мировая война. То есть никто не может там отбуфериться, сказать, что, ребят, мы в стране вообще. Да, то есть все. И, соответственно, сейчас тоже, да, все общество затронуто. И сейчас даже не то, чтобы все общество одной страны затронуто, да, затронуто мировое сообщество. И вы можете сейчас наблюдать, как начинает происходить вот эта сегментация. То есть круг начал вращаться. Люди начали в своих реакциях на это разделяться очень четко причем. И чем больше уровень, скажем, ставки, чем больше ставки, тем четче будет разделение. Сейчас еще не очень понятно, да, какие ставки. Все. Может быть, это спустится на тормозах, уляжется, да, может, это будет усилить, никто не знает. То есть пока еще, смотрите, что интересно, помимо
есть фактор как бы опасности, когда это действительно опасность, это, ну, я понимаю. Есть фактор неизвестности, это другой фактор, да, то есть я не знаю, что будет. Это как, тоже как люди на это реагируют, когда есть неопределенность. Да. То есть у каждого своя реакция. И опять по вот этим реакциям, по пониманию, в какой сегмент мы попадаем, мы можем понять, в каком пространстве психическом мы живем на самом деле. Не как мы думаем, да, о себе, а как мы реально живем. Вот. И в этом смысле это все очень, в общем-то, как бы ресурсно с точки зрения самоисследования. На мой взгляд. Вот. Потому что понятно, что ситуация, в общем-то, для человечества в целом, она, так сказать, печальная, да, особенно тех людей, кто там затронут этим напрямую. Но да, тут есть опять и моменты, которые очень могут быть, скажем, важны и ресурсные для тех, кто, в общем-то, занимается пониманием себя. Опять, как Гурджиев говорил, что войны, да, они, ну, людей открывают для возможностей, да, для трансформации, потому что, ну, отнимают все, во что человек верил, да, и у человека возникает вот это пустое пространство, в которое можно, ну, что-то донести. Для этого он запакован, да, в свою установку. Вот. И, честно, мы так немножко коснулись, опять, пока в мягкой форме, на самом деле, ничего там не вижу такого. Вот. Но уже общество начинает лихорадить, вы видите, да, как мало надо обществу, чтобы... Очень мало. Пока, ну ничего, это там, ну, не миллионы там жертв, там, да, все очень мало. Но уже сколько напряжения, сколько стресса, сколько всего, спекуляций и так далее. Вот, а вопрос, где я во всем этом, да, очень, ну, просто интересно, важно.